Возможно, это видео короче и кажется более резким, чем ожидалось, но, основываясь на некоторых наблюдениях в социальных сетях, я не могла удержаться от того, чтобы немного углубиться в тему и затронуть то, что многим кажется довольно очевидным совпадением. В частности, я имею в виду подозрение, что Тэхён и Чингук, возможно, действительно поцеловались, что напрямую связано с небольшим порезом на губе Тэхёна, видимым во время его недавней прямой трансляции. Все началось во время этой прямой трансляции, когда среди обычно спокойных и собранных комментариев Тэхёна наше внимание привлекло особое пятно на его губе в очень конкретном месте. Интересно не только само порез, но и его точное местоположение, поскольку оно совпадает с противоположной стороной от того места, где у Чингука пирсинг губы. Одного этого простого наблюдения достаточно, чтобы вызвать подозрения у тех, кто давно следит за каждой деталью жизни Тэхёна и Чингука. Порез выглядит не как что-то сделанное намеренно или в эстетических целях, а скорее как нечто, что произошло само собой, и, честно говоря, его нелегко скрыть. Эта теория начала формироваться, когда многие стали представлять себе близость Чингука к его пирсингу и то, как во время поцелуя он мог натирать или даже слегка травмировать чувствительную кожу на губах Тэхёна. Если подумать, это несложно представить. Такой пирсинг действительно может вызвать небольшую случайную травму при прямом контакте. Что делает это еще более поразительным, так это совпадение места травмы с тем местом, где находился бы лабрит Чингука, когда он приближался бы к противоположной стороне лица Тэхёна. Чтобы объяснить это лучше, когда кто-то приближается с противоположной стороны от своего пирсинга, угол наклона приводит к тому, что украшение выступает и касается лица другого человека. Это означает, что если бы Чингук наклонился в сторону противоположной от Тэхёна стороны пирсинга, металл пирсинга оказался бы прямо на уровне губы Тэхёна, где находится отметина. С этой точки зрения, это не кажется простым совпадением, а скорее логическим следствием чего-то, что могло произойти. Конечно, я хочу подчеркнуть, что это всего лишь предположение, интерпретация, разделяемая многими из нас на основе видимых деталей, и не обязательно отражает абсолютную истину. Это не означает, что все произошло именно так, поскольку у каждого своя точка зрения. Однако трудно отрицать, что совпадение слишком очевидно, чтобы оставить его без внимания. Лично я склоняюсь к мысли, что поцелуй, скорее всего, действительно произошел, и то, что мы видели в прямом эфире, было случайным воспоминанием об этом моменте. Однако, помимо этого наблюдения, самым прекрасным моментом прямой трансляции стало выступление Тэхёна с песней «Double Take» индийского певца Тхрува Шармы, также известного как Тхрув, открыто заявляющего о своей гомосексуальности. Выбор песни имеет интересное значение, поскольку это не просто какая-то песня, а композиция с очень своеобразной историей. Double Take – это нежная, проникновенная баллада, выпущенная в 2019 году, которая стала вирусной в TikTok в 2021 году и использовалась тысячами людей для сопровождения своих видео о каминг-ауте. Текст песни посвящен подростковым отношениям в нетрадиционной ориентации с романтическими и ностальгическими оттенками. Песня рассказывает о девушке, которая влюбляется в другого парня, задается вопросом, кто бы мог подумать, что это может произойти, и надеется провести с ним не одно лето, а всю свою жизнь. Выбор Тэхёном этой песни, безусловно, не остался незамеченным, особенно учитывая, что это не первый раз, когда он обращается к квир-темам. Еще более значимым это совпадение делает то, что, с одной стороны, мы ожидаем поцелуя, оставляющего видимый след на его лице, а с другой – исполнение песни, которую многие ассоциируют с любовью между двумя мужчинами и публичного признания этих чувств. Хотя эти два элемента разделены, в сочетании они, кажется, создают повествование, которое заставляет нас поверить, что Тэкук не только все еще реален, но и переживает важные моменты, которые каким-то образом раскрываются через мелкие детали. Конечно, каждый волен интерпретировать эти события по-своему. Кто-то может рассматривать их как просто раны и случайно выбранную песню, в то время как другие видят в них слишком очевидные совпадения, чтобы их игнорировать. Ценность здесь заключается в свободе каждого человека делать собственные выводы, основываясь на своем восприятии и на том, во что он предпочитает верить. С моей точки зрения, то, что мы видели в последнее время, лишь подтверждает, что Тэкук живут той жизнью, которую всегда хотели показать.
Им не нужно говорить об этом прямо, потому что знаки кроются в жестах, деталях и совпадениях, которые продолжают накапливаться. Подозрительный поцелуй, отмеченный пирсингом, песня с сильным символическим подтекстом и то, как они продолжают, словно магниты, притягиваться друг к другу, напоминают нам, что, хотя слухи постоянно пытаются их разлучить, реальность продолжает показывать их вместе в единстве и с естественностью, которую с каждым днем становится все труднее скрыть. В конечном счете, то, что видит каждый, будет зависеть от его собственной интерпретации. Но для многих эти совпадения – долгожданное подтверждение. Тэкук не только продолжают разделять особую связь, но и начинают позволять себе показывать себя больше, по-своему, не боясь, что кто-то это заметит. И это, помимо всех теорий, самое захватывающее. Мне бы очень хотелось услышать ваши мысли в комментариях. Потому что, увидев все это, я понимаю, что Тэхён и Чингук остаются крепкой связью, которая не изменилась за эти годы. И, возможно, именно поэтому каждая мелочь всегда кажется такой значимой для тех, кто давно следит за их отношениями. Не потому, что они хотят навязать какую-то историю, а потому что за эти годы Тэхён и Чингук приучили нас находить смысл в том, о чем они не говорят напрямую. Их отношения всегда говорили тихо, через затяжные взгляды, незаметные улыбки, слишком близкое расстояние и простые моменты, которые каким-то образом всегда оставляют неизгладимое впечатление. Они никогда не объясняют, но и никогда полностью не скрывают. Что меняет ситуацию сейчас, так это то, как эти детали начинают проявляться смелее, честнее, как будто они больше не чувствуют необходимости скрывать их с той же тщательностью, что и раньше. В поведении Тэхёна появилось новое спокойствие, а в Чингуке ощущается некое постоянное, пусть и не всегда очевидное. Возможно, это этап, когда они больше не пытаются никому ничего доказывать. Ни публике, ни слухам, ни ожиданиям. Они просто живут, переживая маленькие моменты, которые для них важны, не чувствуя необходимости их объяснять. И в этом вся прелесть. Потому что любовь, или как бы вы ни называли их связь, не всегда нужно объявлять. Иногда она просто присутствует в виде небольшой, случайной раны, песни, выбранной с большим чувством, или тишины, которая кажется слишком комфортной, чтобы быть простым совпадением. Для кого-то все это может показаться лишь домыслами. Но для тех, кто наблюдал за путем Тэкука с самого начала, эти закономерности кажутся слишком постоянными, чтобы их игнорировать. Слишком реальными, чтобы быть простым совпадением. И, возможно, в конечном итоге, именно это они и пытаются показать, что не все нужно обозначать, чтобы почувствовать. Некоторые связи достаточно крепки, чтобы выдержать испытание временем без подтверждения, лишь с небольшой долей честности, которая время от времени проявляется. Тэкук не изменились. Они просто повзрослели. Стали более зрелыми, более уверенными в себе и более готовыми быть самими собой. И если все это действительно часть истории, которую они проживают, то мы всего лишь свидетели, нам дан проблеск счастья, которым они решили поделиться по-своему. В конечном итоге, все сводится к тому, как каждый из нас решает видеть и чувствовать. Нет абсолютной истины, которую можно было бы навязать, поскольку важнее всего то, что улавливает сердце. Для кого-то это может быть просто череда совпадений. Но для тех, кто долго следил за их путем, эти мелкие детали кажутся кусочками истории, которые постепенно складываются. Тэкуку не нужно ничего объяснять. Пока они продолжают находить друг друга на одном пути, этого более чем достаточно. И, возможно, именно в этой тишине их связь говорит наиболее ясно.